Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел, и это наша педикюрная рубрика. И сегодня тема, о которой вы очень много просили, это выполнение педикюра самой себе в домашних условиях. Поехали! Вот такие у нас сегодня ножки. Напоминаю, что педикюрную рубрику на нашем канале ведет опытный преподаватель нашей школы, практикующий подолог Ольга. И она сегодня на себе будет выполнять педикюр и показывать, как делать покрытие лаком на ногах. Конечно, это непростой формат видео, скажем так, потому что нужно извернуться, правильно поставить камеру, да и вообще не просто снимать педикюр, чтобы вы понимали, а тут еще и самой себе. Но я уверена, что вам понравится это видео. Сейчас хочу рассказать о материалах, о препаратах, которые понадобятся для выполнения педикюра. Можно взять жидкое мыло любого бренда, по желанию скраб, обезжириватель, который подготовит ногтевую пластину к покрытию, кусачки, режущий инструмент, безворсовые салфетки, бафик, пилочка, разделитель для пальцев ног. Удобно работать с щеточкой. Из препаратов нам понадобится размягчитель для кутикулы, также он называется ремувер, и, соответственно, само покрытие будем выполнять обычным лаком. А также не забываем про терочку, которой будем обрабатывать огрубевшие участки кожи. То есть этого набора вполне достаточно для того, чтобы провести качественную процедуру маникюра самой себе в домашних условиях. Первое. Удаляем старый лак. Для этого можно использовать безворсовые салфетки, либо ватные диски. Кстати говоря, ватные диски набирают больше жидкости, и поэтому снятие получается еще быстрее с ними. Еще один интересный факт. Если лак был с блестками, то он снимается гораздо труднее. Если он никак не оттирается, его можно спилить при помощи пилочки, либо положить спонжик на покрытие, подождать несколько секунд для того, чтобы покрытие размягчилось и проще удалилось. Кстати, недавно на канале у нас было целое видео про то, почему нельзя покрывать ногти на ногах гель-лаком, кому это можно делать, кому нельзя и почему стоит выбирать обычный лак. Поэтому, если вам интересно разобраться более глубоко в этой теме, то вы можете найти это видео на канале и посмотреть его. Далее придаем форму. Она должна быть квадратной. Даже в домашних условиях никогда не скругляйте себе уголочки, потому что это может привести к их врастанию в кожу, либо к скручиванию ногтей. Даже когда вы опиливаете ноготки, например, своим детишкам, также опиливайте форму квадрат. Это очень важно, потому что многие мамочки, к сожалению, этого не знают, и потом у ребенка возникают проблемы. Вообще, я думаю, нам всегда кажется, что педикюр – это какое-то дело не особо важное, что ли. Вот руки же видно, и ухаживают за ними, и кремом мажут, и покрытие делают красивое, и дизайны лепят, а вот про ножки как-то забывают. А ведь уход за ногами – это немаловажная процедура. Ноги подвергаются нагрузке ежедневно, могут появиться трещины, кожа может быть сухой, присоединится инфекция, бактерии, грибы, вирусы и так далее. В общем, все неприятности, они чаще всего именно случаются на ногах, а не на руках. Итак, что мы сделали? Отодвинули кутикулу апельсиновой палочкой. В домашних условиях рекомендую работать именно ей, во избежание травматизации пластины и кожи вокруг ногтя. После чего возьмем баф и его жесткой стороной заматируем ногтевую пластину. Когда мы это делаем, то частично убираем кожу в зоне кутикулы, которая называется птериги. Нам будет гораздо проще в дальнейшем выполнить обработку. Хотите знать все тонкости выполнения педикюра, от классического до аппаратного, разбираться в заболеваниях ногтей и кожи? Тогда приглашаю вас в нашу онлайн-базу знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеоуроков по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Присоединяйся по ссылке в описании. Теперь подготавливаем педикюрную ванночку. Ничего страшного, если у вас нет такой профессиональной, вы можете взять любую емкость, тазик, туда налить водички, добавить мыло и размягчать ноги в этой воде примерно 5 минут. После чего возьмем терку. Терка, важно, должна быть вашей, индивидуальной. Не так, что одной теркой пользуется вся семья, не дай бог, потому что если вдруг у кого-то из семьи какие-то неприятности с ногами, то, скорее всего, они появятся и у другого члена семьи. Думаю, это объяснять не нужно, но хочется заострить на этом внимание, чтобы вы знали.
совершаем круговые движения, и если вы обрабатываете ноги сами себе в домашних условиях, то рекомендую начать с мягкой стороны пилки, потому что жесткая она может очень сильно царапать кожу и ее травмировать. После чего наносим скраб на поверхность ступней, между пальчиков. Скраб можно тут же смыть, либо можно замотать пищевой пленкой, либо надеть пакетики для улучшения размягчающего эффекта. Скраб, он слегка отшелушивает огрубевшие участки кожи, делая ее более мягкой. Почему бы нет, если позволяет время сделать себе такую приятную процедуру. После чего смываем остатки скраба и обрабатываем ногти. Для этого мы будем использовать ремувер, размягчитель для кутикулы. Смотрите, если ремувер очень жесткий, щелочной, но, скорее всего, вы будете ощущать некоторое покалывание кожи, то во время работы, конечно, старайтесь, чтобы средство не попадало вам на руки, потому что руки также будут травмироваться от данного средства. Если такое случилось, смойте средство, и все будет отлично. Далее апельсиновой палочкой прочищаем под ноготочками, убираем частички спрессованной кожи, а также подчищаем кутикулу, приподнимая ее. Обращаю внимание, что опять-таки мы тут не используем какой-то жесткий инструмент, например, металлическую лопатку, пушер, потому что можно повредить ногтевую пластину, это абсолютно ни к чему. И после этого уже срезаем саму кожицу, кутикулу при помощи кусачек, либо при помощи ножниц. Срезайте только там, где действительно кутикула хорошо приподнялась и торчит. Если ее нету, то и не надо срезать эту кутикулу. Почему? Потому что все-таки ноги это не руки, и там не требуется такой глубокий подкутикульный чистейший карман. На ногах кутикула, она нужна для того, чтобы защищать ростковую зону от проникновения различных инфекций. Поэтому мы с вами делаем просто аккуратный гигиенический педикюр, чтобы все у нас было чистенько, прилично, ухожено, и не нужно как-то глубоко это все раскапывать, раскопки проводить. Все, и уже ногти абсолютно по-другому выглядят после этой процедуры. Не забывайте удалить остатки ремувера, чтобы он не продолжал воздействовать на ногтевую пластину, не разрушая ее. Затем устанавливаем разделитель для пальцев ног плоской стороной вверх, чтобы она не мешала, и обезжириваем ногтевую пластину. Почему нельзя пропустить этот шаг? В таком случае будет покрытие плохо держаться. Когда вы обезжириваете, то покрытие имеет лучшую сцепку. Так во всем. Даже если вы вспомните что-то из строительных работ, там также сначала обезжиривается поверхность, а затем уже что-либо наносится. И наносить мы будем обычный лак. Например, вот от компании Kinetics он не требует дополнительного нанесения базового слоя, поэтому сразу цвет наносится на голенький ноготь. Но если вы используете яркие цвета, я настоятельно рекомендую наносить дополнительно базу, для того, чтобы цветной пигмент не проник в ногтевую пластину. Не раз я видела у моделей ногти насыщенного желтого цвета, и не потому, что это был какой-то грибок или так далее. Я надеюсь, вы понимаете, что грибок нельзя поставить по фотографии, а именно пожелтевшая пластина от яркого пигмента цвета. Но наверняка вы также встречались с этим, когда покрывали себе яркий цвет лака на руки, потом стирали и видели его. Наносим лак тонким слоем, ждем полное время просушки. Напоминаю, что у нас на канале есть отдельное видео по нанесению лака. Если вдруг вы где-то испачкали кожу, можно убрать остатки лака при помощи ватной палочки, смоченной в ацетоне, либо взять специальный микробраш, либо апельсиновая палочка, либо взять специальный корректор для маникюра. То есть старайтесь работать чистенько и аккуратно. После этого наносим топ в средний слой и ждем полное время высыхания. И затем уже заканчиваем процедуру нанесением масла для кутикулы в небольшом количестве и втираем его, чтобы успокоить и увлажнить кожу, а также крем для ног, также для увлажнения, во избежание появления трещин. Тут подбор крема будет зависеть от стопы, влажная она или сухая. Я думаю, на эту тему наверняка нужно снять отдельное видео. Если это актуально, то, пожалуйста, дайте об этом знать в комментариях. И вообще, какие педикюрные видео вы еще хотели бы видеть на канале. Вот такой у нас получился результат. Если ролик был вам полезен, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Ну, я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!